Привет всем! Сегодня мы обсудим клавиатуру Sugar 65, которая является убийцей гасов и ГМК. Обоснована ли ее резкая популярность? Сейчас все расскажу. Начнем с комплекта поставки, который здесь довольно спартанский. Жиденький провод, комбинированный пуллер, кофр от пыли, который приехал не совсем целый, ну и сама свинюшка 65. Вместе со вставленными в нее двумя переключателями, которые, кстати, довольно неплохо звучат. Она оборудована роллером и немалым количеством шумоизоляций. Я расскажу, почему ее здесь так много, буквально через минуту. Корпус клавиатуры анодированный, но его обработка оставляет желать лучшего. Если быть точным, он похож на мелкую наждачку, и на нем в стоке есть небольшие царапины. Помимо царапин, хочется выделить то, насколько ярким является корпус. Его можно назвать не просто магнитом для отпечатков, а кожесдирателем. Если вы перфекционист или диабетик, вам противопоказано покупать сахарок. Вам я могу прописать только подписаться на мой канал, потому что так я смогу выпускать видео чаще. Изоляционный гаскет маунт, плата из FR4, плейт с фликскатами. Вырезы не такие мягкие, как хотелось бы, но они вносят свой вклад, так как небольшая мягкость при нажатиях все же присутствует. Они бесполезные. Печатная плата поддерживает лейаут со сплит-барами и ISO-раскладкой, для которых можно докупить отдельный плейт. В чем также есть косяк, так это в отсутствии возможности поставить PCB-маунт стабилизатора. Ну блин, вы фликскаты сделали, 26 дырок просверлить, что сложно было, блин. Но спасает тот факт, что стоковые стабы звучат достаточно достойно, но я хотел скрю-ины, свинюшка меня этим обидела. К сожалению, это не основная проблема Sugar 65. Я скажу одно слово. Пинг. Для того, чтобы понять, почему он звенит так сильно, нужно узнать, что я в него поставил. Свечами я сначала хотел выбрать VS Heavy Tactile, но по итогу осознал, что это было большой ошибкой. С тяжелыми тактилками звон усиливается в разы, его слышно не только по краям, но и в центре, без Force Break мода. Издевался я над данной тушкой довольно долго. У меня, к сожалению, пинг остался. Это, конечно, возможно пофиксить. В подтверждение этому опыт моего подписчика. У него получилось. Но какой ценой? Ценой всего. Пришлось обклеить всю клавиатуру с двух сторон. И я даже не знаю, стоит ли оно того. Скажем так, пинга при обычной печати на линейных переключателях практически нету, звук приятный, и на него трудно жаловаться. Но с шарп-тактилками я не думаю, что обойдется без танцев с бубнами. Принимай эстафету кринжа. Ну или можно напичкать пинг 65 шумкой так, чтобы она прям выгибалась в обратную сторону. Ну это как бы тоже вариант. Помимо этого, в стоке печатная плата и плейт трется об корпус, создавая неприятный звук, из-за которого мне пришлось проклеить еще и внутренние грани, благодаря чему трение о корпус исчезло. В конечном итоге я предпочел на ней легкие линейки, а именно желтый вучу, так как они не имеют четких отсечек и имеют мягкий звук как снизу, так и сверху. Но и на звоне проблемы не заканчиваются. Болтающийся роллер. Владельцы пинга, то есть Шугара, напишите в комментариях, была ли у вас такая проблема. Может, это простой брак, я зря его так булю. У других обзорщиков таких проблем я не выявил. Как вы могли заметить, в этот раз я поставил так называемые Пыга-Билайк от Айфеи с полупрозрачными внешними материалами. И знаете, они реально прикольные. Они выглядят как неоновые, текстура очень приятная и довольно гладкая. Но учтите, киттинг полное говно. Где моя вторая Б и сплит пробелы? Кстати, билды отныне и впредь я буду строить только с плейтфомом. Оставим так. Так как при такой конфигурации я получаю звучание, которое мне нравится, и является наиболее объективным, потому что звук переключателей рассеивается не так сильно. На Эрису от Moonsgeek я проверил несколько билдов с полной прокладкой шумоизоляции. Она сильно стирает звук свечей, а совсем без шумоизоляции он, как по мне, начинает сильно рассеиваться. Поэтому я предпочел средний вариант в виде плейтфома. Решил поделиться своими наблюдениями. Все, можешь забрать.
Кстати, у нас сейчас проходит розыгрыш на сервере, где мы разыгрываем вот эти артизаны от Ани Ласковейчик и 2 витых кабеля от Чема Cables. Не пропустите. У клавиатуры есть полноценная 1000 Гц, что отлично для своей цены, потому что киберкотлетить на ней можно. Софт присутствует, переназначение клавиш работает, но отсутствует перенастройка слоев, что, впрочем, не критично для 65% лейаута. Поэтому этот факт для меня безразличен. Я лишь перенастроил кнопки для управления музыкой на правой грани, потому что без этого я не представляю свои геймерские будни. В итоге Sugar 65 отличный выбор за свой прайс. Пинг убрать реально, звук приемлем, гибкость соответствует ожиданиям. Несмотря на некоторые проблемы, связанные с роллером и звоном, а также отсутствием PCB-стабилизаторов и марки на ждачный корпус. За ее цену эти минусы вполне ожидаемы, и с ними можно мириться. Если вы хотите собрать свой первый билд, забудьте про гиммики и гасы. Пришла эпоха Свинюшки 65. Жду ваше мнение в комментариях и всем удачи. Почему ты пингуешь?